Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который мы сейчас сделаем, это расклад на следующую неделю, а именно неделю с 3 по 9 августа. Давайте посмотрим, что вам готовит предстоящая неделя. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Мне будет очень приятно такая ваша активность, поэтому пишите, не стесняйтесь. Также можете поделиться этим видео с кем-нибудь из ваших знакомых, если вы считаете, что расклад им подходит. Итак, давайте посмотрим, тельцы, что же происходит у вас, какие карты выпадут вам, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, и в каких комбинациях, соответственно, это будет происходить, в каких комбинациях карт, да, потому что у нас есть основная колода, есть колода дополнительная для уточнений или разъяснений. Начнем мы с основной колоды. Итак, люди знака Телец. Понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, мы видим начало недели как более такое оптимистичное, да, в конце недели какие-то могут быть уходы в себя и какие-то размышления о конфликтной ситуации. Ну, давайте посмотрим. Начало недели вообще с колеса фортуны, все начинается с веры в удачу, в успех, с того, что вы принимаете какие-то важные, поворотные, судьбоносные решения. Да и в целом по колесу фортуны, вот знаете, как будто фортуна, удача в вашу пользу движется. То есть, ну, хорошая карта начала недели, да, и давайте посмотрим, чем она будет уточняться, что будет здесь дополнительного к этому колесу фортуны. Дополнительно король жезлов, то есть карта огненного знака. Здесь много, если не про огненный знак зодиака, то есть если речь не идет о львах, овнах или стрельцах, каких-то важных решениях, которые вы принимаете в отношении этого знака, то здесь может быть какие-то важные решения, которые вы принимаете, исходя из вашего стремления к успеху, целеустремленности какой-то в целом, да, желания проявить себя, и вот такого честолюбия, активности, темперамента, который вы проявляете. То есть по рыцарю жезлов вы чувствуете себя здесь лидером, человеком, который управляет, там, не знаю, колесницей, в которой едет, да, по пути своей жизни. То есть вот он, амбициозный, такой уверенный в себе. Собственно, здесь мужчина такой изображен, да, сильный, молодой, активный, еще и на фоне лев находится, показывающий силу и уверенность в своих действиях. Карта хорошая. Дальше тройка кубков, которая в принципе о общении говорит, о том, что вы с кем-то что-то обсуждаете, может быть какие-то радостные события, может быть здесь речь о том, что вы с кем-то встречаетесь, может быть, да, что-то такое здесь происходит, с кем-то проводите хорошо время, общаясь с друзьями или близкими, или делитесь какими-то событиями успешными с ними. Тут же по семерке пентаклей, которая здесь есть, семерка пентаклей показывает о том, что вы можете обсуждать какие-то вопросы и при этом стараться быть терпеливее, снисходительнее к окружающим. Можете здесь с семеркой пентаклей обсуждать уже, сколько усилий во что-то вложено, что еще нужно сделать, да, сколько еще нужно вложить усилий, стоит ли это дело, допустим, того, чтобы вкладываться дальше в какую-то задачу. Собственно, и по семерке пентаклей вы рассматриваете, да, что вы получили на сегодняшний день, и уже какие-то результаты, может быть, успешные с кем-то обсуждаете. Но опять-таки с обсуждением, стоит ли продолжать дальше в таком духе. Вот она, семерка пентаклей. Может быть, здесь даже как ожидание каких-то вестей, известий, может быть, и вы можете получить это известие от других людей, кто-то, может быть, даже на расстоянии от вас, потому что, ну, семерка пентаклей, она в целом про ожидание говорит. То есть ожидание каких-то известий, ожидание общения. И вот оно здесь происходит. Карта шестерка кубков — это карта семьи, уюта, дома, семьи. И вот знаете, как возможности пообщаться с детьми, внуками, с вашими родными и близкими. И с десяткой кубков, которая тоже есть рядом. В целом такой вот акцент на то, что вы прямо много времени уделяете близким
много времени посвящаете им, стараетесь создать эту теплую, уютную, гармоничную обстановку, спокойную, такую размеренную. Может быть, встречаетесь со старыми приятелями и друзьями, которые вам как родные, да, потому что вы настолько хорошо их знаете. Также может быть ностальгия, воспоминания о чем-то, что было когда-то, и что дает вам теплые воспоминания, соответственно, о тех временах, когда хочется в те времена вернуться. Ну вот давайте посмотрим дополнение. Шестерки кубков, здесь же карта пятерка кубков. И вот здесь вот интересно, потому что у вас может быть по пятерке кубков дополнительно как какая-то ситуация, может быть, не совсем легкая, да, в семье, как проблема в семье, которую вы обсуждаете, но стараетесь принимать решения, опять-таки, исходя из любви к близкому, к родственнику, из желания сохранить уют, сохранить спокойствие, то есть не поссориться, да, как-то вот выровнять эту обстановку, хотя что-то вас может печалить, расстраивать, возможно, что-то касающееся, опять-таки, ваших близких, но вы стараетесь эту ситуацию как-то выровнять. Карта десятка кубков, карта семьи, душевного спокойствия за своих близких, которого вам очень хочется. По десятке кубков также вы можете чувствовать поддержку близких ваших рядом, и по карте умеренность, баланс, равновесие, которое при этом присутствует. Может быть, какая-то ситуация, которая здесь вот была в среду, допустим, она как-то решается и все более-менее успокаивается. Карта умеренности. Кстати, карта стрельца, может быть, общение с человеком знака стрелец. Четверка мечей, много размышлений, много ухода в себя с желанием разобраться в каких-то вопросах. И по четверке мечей здесь прям такой глубокий самоанализ ситуации происходит. Вашего положения, да, в этой ситуации, вашего отношения к какому-то делу. Но вы стараетесь здесь сделать шаг назад, прям и приостановиться, подумать, да, что я делаю, как я поступить должен или должна. Соответственно, пытаетесь разобраться в себе в этой вот остановке, в этой паузе. Может быть, это вынужденная остановка, которая заставляет вас о чем-то задуматься, а может быть, вы сами просто решили, да, вот таким вот образом притормозить, приостановить события, и по карте сила стараетесь разобраться в себе и стараетесь таким образом какую-то свою духовную силу найти и возродить, может быть, да, как-то эмоционально себя поднять немножечко, поэтому карта сила. Может быть, какое-то дело, касающееся знака Лев, здесь для вас будет важным, но опять-таки здесь много анализа, много самоуспокоения и такой паузы, которая как-то связана, да, соответственно, с этим человеком. Десятка жезлов, карта перегруженности делами. Возможно, вы здесь загружаете себя какими-то задачами, может быть, бытовыми вопросами. А также по пажу жезлов здесь может быть какая-то ситуация, где вы, ну, во-первых, либо берете на себя очень многое, и прям вот у вас энтузиазм взять на себя чересчур много задач, мол, я справлюсь, я сделаю, все выполню, хотя это может быть очень сложно, да, то есть здесь, да, есть решительность, и решительность, скорее всего, окупится, но это может очень сильно подорвать вас в плане, там, не знаю, не то чтобы здоровья, но как будто сильно вас перегрузить. Также здесь может быть ситуация недопонимания с человеком огненного знака, может быть, младше вас, Лев, Овен или Стрелец, то есть ситуация, где есть какая-то скрытность или какая-то ситуация, где кто-то что-то не договаривает. Дальше идет рыцарь мечей, это воздушная стихия, может быть общение с человеком знака воздуха, это весы, близнецы или водолеи, но также здесь вот какая-то конфликтность может присутствовать, и по рыцарю мечей вы можете проявлять храбрость какую-то, да, если вам что-то нужно достичь, добиться чего-то, то есть преодолевать какие-то препятствия, открывать закрытые двери. Но также вы можете и обороняться, если в этом есть необходимость, от каких-то недоброжелателей. И также вы можете здесь проявлять определенную порывистость, смелость, можете гневиться, ссориться с кем-то, защищая себя, свои права. То есть вы можете проявлять себя в роли этого кентавра, в роли этого рыцаря мечей, соответственно. И по четверке кубков вы можете здесь из-за того, что вы на кого-то обижаетесь, кому-то опять-таки как будто доказывать свою правду, объяснять, почему вы на кого-то обижены или чем вы недовольны. А вот у вас какая-то апатия может присутствовать из-за того, что вам приходится снова и снова встревать в какой-то конфликт, который требует решения, а вам он вот как-то вот уже, да, надоел. То есть вот вы смотрите с обидой на эту ситуацию, и при этом у вас есть также понимание, что есть какая-то другая возможность в вашей жизни, которую вы можете принять, но вот вас тормозит и задерживает вот то, что вот кто-то вам как будто мешает, или вы на кого-то обижаетесь здесь, и с кем-то ссора возникает, спор, да, разногласия.
Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для тельцов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.